Снижение цены на 15 евро за использование интернетом. Спустя почти 2 года после введения так называемого понижающего права, на основании которого клиенты интернета должны платить меньше денег в случае плохой работы фиксированной сети, защитники прав потребителей считают эту норму бумажным тигром. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Согласно письму Федерации немецких потребительских организаций, потребители не стали более защищенными благодаря поправкам, а теоретически полученные права на защиту потребителей трудно реализовать на практике. Для улучшения ситуации ассоциация требует совместного снижения тарифа на 15 евро в месяц до тех пор, пока дефицит не будет ликвидирован. С середины декабря 2021 года потребители имеют право на снижение цены, если их домашний интернет работает хуже, чем обещано по договору. В измерительном инструменте Федерального сетевого агентства потребители должны доказать несоответствие между обещанной по договору скоростью и фактической скоростью передачи данных. Это требует много времени. Всего необходимо провести 30 тестов, между измерениями должно пройти не менее 5 минут или не менее 3 часов между пятым и шестым измерением в день. Общий срок измерительной кампании не должен превышать 2 недель. Эти требования дают понять, что потребители действительно должны серьезно отнестись к проверке. На стороне такой протокол измерений не получишь. Если протокол подтверждает, что потребитель имеет право на снижение цены, то следующий шаг – обращение к поставщику. Хотя действующее положение содержит четкие критерии того, когда потребитель имеет право на снижение цены, оно оставляет возможность для интерпретации того, насколько высоким должно быть снижение цены. Такая неясность раздражает организации по защите прав потребителей. Провайдеры рассчитывают размер снижения непрозрачно и слишком низко, а могут вообще не предоставлять никакого снижения или специального расторжения, говорится в письме. Список препятствий и претензий потребителей длинный. Реформа законодательства должна существенно улучшить ситуацию, требует ассоциация. Слишком медленный интернет – это настоящая неприятность, говорит руководитель Рамона Поп. Если расхождение между фактической и гарантированной по договору пропускной способностью слишком велико, потребители должны получать компенсации в простой форме. Если провайдеры не предлагают компенсацию или она слишком мала, единственный выход для потребителя обратиться в районный суд. Снижение цены на фактическую сумму значительно улучшит их положение в споре с провайдером. Федеральное сетевое агентство, от которого исходит измерительный инструмент, не имеет полномочий определять размер снижения цены. Согласно закону, оговоренная в договоре плата должна быть уменьшена в той пропорции, в которой фактическое исполнение отклоняется от оговоренного в договоре, говорит представитель федерального ведомства, расположенного в Бонне. Компании применяют различные методы счета. Законное право почти не используется. Используют ли вообще потребители свое новое законное право? Цифры сетевого ведомства неутешительны. В середине декабря 2021 года по конец декабря 2022 года около 108 тысяч пользователей интернета начали необходимую измерительную кампанию, но только 29 тысяч из них завершили ее, и затем почти во всех случаях получили подтверждение того, что они имеют право на снижение цен. Многие отказались от участия в кампании, так как согласно первым измерениям их домашняя стационарная сеть оказалась не такой уж плохой, и потому что привести все 30 измерений в требуемый срок было уж слишком утомительно. 29 тысяч сертифицированных законных требований о снижении цен – это лишь очень малая часть от десятков миллионов пользователей интернета в Германии. И это сигнал того, что в целом качество услуг улучшилось. Такие провайдеры, как Vodafone и Deutsche Telekom, вкладывают большие средства в свои сети, чтобы обеспечить более быструю и стабильную сеть. С другой стороны, наверняка есть немало граждан, чьи ожидания от домашнего интернета не оправдались, но они так и не приблизились к измерительному инструменту сетевого агентства, поскольку не знают о нем или потому что это, как правило, отнимает у них слишком много времени. А что говорят провайдеры в требовании 15 евро? Юрген Грюцнер из отраслевой ассоциации качает головой. Когда речь идет о праве на снижение, всегда необходимо рассматривать индивидуальный случай, ведь в договорах, предоставленных на рынке, содержатся совершенно разные услуги. По мнению ФАТМ, общее снижение недоступно. Ну вот и все, вот такая была сегодня новость. Я надеюсь, для кого-то она была полезной. Если у вас достаточно времени, то вы можете проверить свой интернет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику и всем пока.